Я опять делаю все неправильно. Мне уже поздно. Я не заслуживаю счастья. У меня никогда ничего не получится. Узнаете эти голоса в голове? В этом видео я расскажу о 7 фразах, которые блокируют зачатие и беременность на подсознательном уровне. Но главное, я покажу, чем их заменить и как изменить внутренний диалог так, чтобы он стал вашим союзником, а не препятствием. Меня зовут Павел Сапего. Я врач-психотерапевт и репродуктивный натуропат. Уже много лет помогаю женщинам становиться матерями, счастливыми и успешными. За годы практики я заметил одну вещь. Женщины, которые успешно зачинают, беременеют, вынашивают детей, отличаются не только идеальными анализами или возрастом, а отношением к себе. К концу видео вы услышите, чем заменить разрушительные фразы, и сделаете короткое, но эффективное упражнение, которое трансформирует вашу жизнь в лучшую сторону. Сначала важно понять, откуда берутся эти фразы. Ведь они же не появляются из пустоты. Да, это отражение усталости, тревоги, давление времени, ожидания окружающих. Когда месяц за месяцем тест показывает одну полоску, когда врачи качают головой над анализами, когда подруги уже гуляют с колясками, внутри активизируется внутренний критик. И вот что важно, вы не портите себе шансы специально. Вы не виноваты в том, что иногда думаете негативно. Это нормальная реакция психики на стресс. Но я покажу, как можно это мягко изменить. Не через насилие над собой, а через понимание и бережную замену. Первая фраза. «Ой, я снова пропустила или облажалась с овуляцией». Знакомо? За этими словами стоит перфекционизм и самобичевание. Когда мы постоянно ругаем себя за неточности в планировании и прочее, то организм получает сигнал стресса. А стресс – прямой враг репродуктивной системы. Он повышает кортизол и сбивает циклы. Замените это утверждение на «я учусь понимать свое тело», и это процесс. Так вы снимаете давление и даете себе право на обучение. Помните, ваше тело не машина, которая должна работать по расписанию. Нет. Вторая фраза. Все вокруг беременеют, кроме меня. Это сравнение с другими, которые рождают чувство неполноценности и зависти. Когда вы сосредотачиваетесь на чужих успехах, то обесцениваете свой путь и создаете внутреннее напряжение. Лучше сказать себе: у каждой женщины свой путь, своя судьба и свое время. Это не пустые слова, это признаки уникальности вашей истории. Через несколько минут я покажу упражнение, которое поможет вернуть вам фокус на себя. Но третья фраза. «Мое тело меня подводит». Вот эти слова создают конфликт с собственным организмом. Вместо сотрудничества вы объявляете своему телу войну. А тело чувствует это недоверие и может еще больше зажаться. Попробуйте так. «Мое тело делает все возможное. Я его поддерживаю». Да, сейчас может быть сложно это почувствовать, но даже механическое повторение постепенно меняет отношение к себе. И 4 фраза, она особенно коварна. «Я должна сильнее хотеть ребенка». За ней скрывается вина за любые сомнения или усталость от процесса. Но постоянное принуждение себя к правильным чувствам истощает вас, истощает сознание, истощает психику. Честнее всего будет сказать так: иногда я устаю от этого процесса, и это нормально. Признание усталости не делает вас плохой будущей мамой,
Оно делает вас человеком простым. И пятая фраза звучит так. Если не получится сейчас, то уже, наверное, никогда. Это мышление крайностями, которое создает огромное давление на каждый цикл. Под таким прессингом тело не расслабляется. Нет. Замените это утверждение на «у меня есть время, и я использую его мудро». Даже если время действительно ограничено, панический настрой прямо сейчас только вредит. Шестая фраза может вас удивить. Вот она. «Я сделаю все, что угодно». Да, кажется позитивной, но за ней часто стоит отчаяние и готовность пренебречь своими потребностями. Это путь к выгоранию. Лучше скажите так. «Я выбираю то, что подходит и мне, и моему телу». Это про баланс между усилиями и принятием, про уважение к своим границам. И седьмая фраза. «Я не заслуживаю материнства». Она самая болезненная, но встречается чаще, чем кажется. За ней стоят глубокие убеждения о собственной ценности, часто идущие из детства. Скажите по-другому. «Я достойна любви и счастья». Если сложно в это поверить сразу, то просто повторяйте. Языком, губами, ртом. Со временем новая нейронная дорожка укрепится. А сейчас давайте сделаем простое упражнение вот прямо здесь, прямо там, где вы находитесь. Положите руку на сердце. Закройте глаза. Вспомните любую из фраз, которая сейчас срезонировала с вами, или любую другую. Почувствуйте, как тело на нее реагирует. Возможно, зажимается, а может, напрягается. Теперь произнесите мысленно альтернативную фразу. Заметьте разницу в ощущениях. Возможно, плечи немного расслабятся. Дыхание станет глубже. Это и есть начало изменений не в голове, не в мыслях, а конкретно в теле. Важно понимать, мы не занимаемся позитивным мышлением ради самого позитива. Мы меняем внутренний диалог для того, чтобы снизить уровень стресса и создать благоприятную среду для зачатия. Это имеет вполне научное обоснование. Стресс действительно по-настоящему, на самом деле влияет на гормональный фон и всю репродуктивную функцию. Ну, естественно, одно видео не изменит годами сформированные паттерны поведения и мышления. Но это очень хорошее начало. Если вы чувствуете, что хотите глубже проработать свои внутренние блоки, освободить психологические зажимы, найти еще больше внутренних ресурсов, записывайтесь на мастер-класс по проработке психологических и энергетических блоков на пути к своему материнству. Там мы работаем не только с мыслями, но и с эмоциями, с телесными напряжениями, с семейными сценариями. Этот бережный процесс не ломает то, что мешает. Он мягко трансформируется в то, что вас поддерживает. Главное, что я вам хочу сейчас сказать. Вы уже прямо сейчас делаете лучшее, что можете в своей ситуации. Не нужно идеальных мыслей, нужно бережное и с любовью отношение к себе. Каждый раз, когда вы ловите себя на любой разрушительной фразе, вы мягко ее заменяете, и это ваш конкретный шаг к своему исцелению. Изменения происходят не сразу, но они происходят. Ваше тело слышит каждое слово, которое вы себе говорите. Пусть эти слова будут наполнены пониманием, терпением и верой в вашу способность стать мамой. Помните, материнство начинается не с зачатия, оно начинается с того, как вы уже прямо сейчас относитесь к себе. Будьте прямо сейчас той мамой, которой хотите стать для своего будущего ребенка. Любящей, понимающей, принимающей.
Спасибо, что посмотрели это небольшое видео до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите позитивный комментарий, мне будет очень приятно. Запишитесь на индивидуальную онлайн-консультацию по видеосвязи. И я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.